Здравствуйте, уважаемые товарищи. Вот мы снова встретились с вами, чтобы продолжить цикл наших передач о героическом эпосе «Манас». Я в предыдущих передачах рассказывал о том, что из себя представляет эпос «Манас», кто является наиболее выдающимися представителями, сказителей Манаса. Сегодня я, перед тем, как продолжить чтение своего пятитомного романа, хотел бы немножко вам рассказать о том, как я писал этот роман. И главное, зачем я писал этот роман. Дело в том, что, как вы сами знаете, сейчас наши дети в основном увлечены сотовыми телефонами, интернет-передачами и не имеют такого большого желания читать книги. Поэтому есть опасность того, что наш героический эпос останется неизученным полностью, потому что его в школах преподают в кратком виде, потому что, как я говорил, Манас состоит из 500 тысяч строк. И еще одна такая трудность для не только школьников, но и для взрослых, что эпос полностью состоит из стихов. И такую огромную массу сведений освоить нелегко не только для детей, но и для взрослых людей. Я сам в этом убедился, когда начал писать роман. Потому что в эпосе события даны, как бы мягче выразиться, в разбросанном виде. Не совсем понятно, где начинаются слова одного героя, заканчиваются его слова, где начинаются слова другого героя, где начинается одна история, а где вторая. Поэтому в свое время наши такие выдающиеся писатели, как Чингиз Айтматов, Алла Токумбаев, Тугульбай Садыкбеков, другие знаменитые наши писатели, не решились написать на основе эпоса роман, художник или другое-нибудь какое-нибудь художественное произведение. По этому поводу в 1985 году в столице нашей республики, в тогдашнем Фрунзе, состоялась Всесоюзная писательская конференция, где было принято решение все-таки начать работу в этом направлении и написать полноценный роман. Но наши корифеи во главе с Чингизом Айтматовым отказались от этого. Мне как-то было дико слышать и читать все это, когда я начинал писать роман. Но, взявшись за эту работу, я понял причину такого поступка. Как я говорил, эпос очень сложный, и в него сразу, сходу врубиться практически нереально. Я вот сам, чтобы полностью только изучить эпос, выяснить для себя, где какое событие начинается и заканчивается, я 3 раза полностью прочитал роман. После этого только я составил план своего произведения и начал писать это произведение. В этом мне помогли мои навыки бывшего прокурорского работника. Дело в том, что я
в 1989 году закончил юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова и в течение 6 лет работал в органах прокуратуры. И вот когда мы расследовали уголовные дела, мы составляли планы наших следственных действий, где расписывали вот действия там обвиняемого, там, подозреваемого, потом где его слова, значит, в нашем деле фигурируют, где слова свидетелей, какими доказательствами изобличается вина обвиняемого. То есть мы составляли схему. Вот таким же образом я при работе над Манасом составил такой план, такую схему, и чтобы не запутаться в эпосе. Ибо у нас есть в настоящее время немалое количество монастырей, которые полностью знают наизусть весь текст Манаса, все 500 тысяч строк. Если бы я допустил бы хоть где-то ошибку, они бы сразу уличили меня, подняли бы на смех. Я был бы опозорен. Поэтому, чтобы не было такого конфуза, я самым тщательным образом готовился к написанию романа и целый год потратил только на подготовительные действия, чтобы полностью освоить этот эпос. Ну а после этого я уже начал непосредственно работу над романом. Ну вот пока на сегодня все, что я хотел сказать о процессе написания романа. А сейчас я продолжу читать свой роман. Узнавшие об этом Акбалта и Жака пришли в шатер Бая. Брат, сурово проговорил Акбалта, судорожно сжимая рукой длинного меча, висевшего на его разукрашенном драгоценными камнями широком черном кожаном ремне. Калмаки решили отправить собранный нашим предкам казну и Сенкану в подарок. «Не может быть!» – подпрыгнул на месте Бай. «Неужели Алоки столько золота, серебра и другие драгоценности подарил Исенхану?» «Да», – мрачно подтвердил Жаков. Бай встал с места, запахнул свой старый зеленый халат и от злости стал ходить взад-вперед в палатке, как разъяренный тигр в клетке. «Что теперь будем делать?» – хмуро спросил Акбалта. «Так и промолчим, испугавшись жестокости врага, позволим ему завладеть своим богатством?» «Нет», – резко ответил Бай. «Всякий осторожность есть предел. Если сейчас струсим и позволим калмакам забрать казну, мы во веки веков покроем себя позором. Такое слабодушие потомки никогда нам не простят. Надо атаковать калмаков и отобрать казну. Согласны на это?» «Я согласен», – с готовностью ответил Акбалта. «А я нет», – подал голос Жак. «Почему?» – разинул рот Акбалта. «Ты что, испугался калмаков и готов наложить штаны?» «Я никого не испугался», – спокойно проговорил Жак. «Тогда почему ты выступаешь против нашего предложения?» – разозлился Акбалта. «Я делаю это по двум причинам. Во-первых, если сейчас захватим казну, завтра-послезавтра калмаки нагрянут нам и в 10-кратном размере возмещать свои убытки. Во-вторых, в это время могут погибнуть сотни, тысячи ни в чем не повинных кыргызов. Тогда нам что, сидеть сложа руки?» – рассвирепел Акбалта. «Не знаю», – тяжело вздохнул Жак. «Я всего лишь высказал свое мнение». Акбалта на мгновение с ненавистью посмотрев на Жакова, повернулся снова к Баю. «Что вы на это скажете?» – с волнением спросил он. «Вы тоже хотите предложить не нападать на казну и оставить ее в покое?» «Нет. Вы что, готовы допустить, чтобы кыргызы невинно пострадали?» – обеспокоенно спросил Жаков. «Этот твой довод резонен», – устало проговорил Бай.
Разозленные нами калмаки наверняка будут мстить за казну всем кыргызам. Верно и то, что при этом сотни, тысячи наших храбрецов могут погибнуть, а девушки и молодуху будут угнаны в рабство. В таких обстоятельствах может не стоит нападать на калмаков. Надежда Пуркалновая Жака. Нет, дорогой, отрицательно покачал головой Бай. Сейчас не время проявлять трусость. Да, из-за нашей атаки мы можем понести множество жертв. Вполне возможно, что и сами пойдем от рук калмаков. Но, несмотря на это, мы должны сохранить свои честь и достоинство. Какая черта характера делает кыргыза кыргызом и отличает его от других народов? Это достоинство. Ради него кыргыз не устрашится ни смерти, ни огня и будет рад пожертвовать даже своей жизнью. Вы абсолютно правы. Все мы испьем горькую чашу смерти. Никто в этом мире не вечен. Все мы смертны. Поэтому я смерти не боюсь. Единственное, чего я опасаюсь, прошу Всевышнего, чтобы наши жертвы были не напрасны. Если мы пойдем за святое дело, пусть в кыргызах появится богатырь, который защитит их честь и отомстит врагам за пережитые страдания. Ежели такой храбрец отомстит за наши слезы, пролитую кровь, а буду благодарен Всевышнему в обоих мирах. Мы полностью согласны с вами, с волнением сказал Акбалта. Если так, подготовьте 60 сильных и храбрых джигитов, заключил Бай. Завтра вернем казну. Акбалтай Жак вместе с подготовленным воином, облачившись доспех, опоясавшись острыми мечами, получив благословение кыргызского народа, оседлав лихих скакунов, тулпаров, на ранней утренней зорке, перевалив за горные хребты, неожиданно напали на караван Алооке. После короткого кровопролитного сражения доблестные джигит отбили казну и, обходя каждый двор, вернули его народу. Такая дерзость кыргызов не осталась без ответа. Один из охранявших караван 80 богатырей, высокий, широкоплечий, смуглый калмак по имени Жо Желдет, сумел сбежать от нападавших. Поспешно прибыв в Анджиян к Алооке, воин рассказал ему о происшествии. «Мой хан», — сказал он, — «на наш караван напали разбойники, буруты, кыргызы, перерезали охранника и отобрали имущество, предназначенное Есенкану». «Ты говоришь, буруты?» — удивился Алоки. «Да». «Как они осмелились пойти на такой шаг?» — недоверчиво спросил Алоки. «Я убил всех их богатырей». «Может, ты ошибаешься? Возможно, караван атаковал кто-то другой?» «Нет». Не отказался от своих слов весь окровавленный, запыленный на долгой дороге богатырь. Я своими глазами видел разбойников бурутов и слышал своими ушами их разговор на кыргызском языке. Не зная, верить или нет словам воина, растерявшись Алоке, приказал всем ученым, шаманам и жайсанам, полководцам, приехать к нему. Собравшись, ученые мужи начали гадать по гадальным камням, бараньи лопатки и читать молитвы. В конце, обобщив всех их гадания, выступил Иран Куду. «Мой хан», — сказал он, — воин сказал правду, казну похитили буруту, а именно сыновья Вороздува. Услышав это, Алоке весь затрясся. Такой дерзкий проступок покоренного врага возмутил его до глубины души. «Негодяи!» — вне себя от гнева заорал хан, бросив в сердцах на землю свою черную четырехугольную шапку. «Как кыргызы осмелились выступить против меня? Теперь я заставлю их жестоко заплатить за это. Они у меня будут харкать кровью». «Правильно говоришь, повелитель», — поддержал его Иран Куду. «Волчонок никогда не станет собакой. Я ведь предлагал тебе полностью их уничтожить, чтобы они никогда не смогли поднять головы. Но ты не согласился». Рассвирепев еще больше, обуреваемый кровожадными мыслями, Алооке издал жестокий указ. «Пожалев Бурута в прошлый раз, я жестоко ошибся. Я думал, что они разумные люди, но они оказались хуже зверей, не понимающих добра. Пусть кыргызы теперь на меня не обижаются. Я истреблю их род, никого не пожалею, поголовно уничтожу всех».
Исполняя приказ хана, бесчисленные войска, сев на скакунов, обыскивая все ущелья, начали убивать всех встречных кыргызов. Распрощались с этим миром все, и оказавшие сопротивление, склонившие свои головы, а их имущество скот стали добычей врага. Пришла темная ночь на землю кыргызов. Беда была повсюду, и никто не мог найти спасения от рук жестоких китайцев. Увидев это, кыргызы впали в отчаяние. «Спаси нас, Всевышний!» — с горечью проговорил Акбалта, когда дети Орозду снова собрались в палатке Жакопа. «Как жестоки калмаки, имеющие с нами общих предков! Они уничтожают всех, старых, молодых, мужчин и женщин!» «А как вы думали?» — угрюмо отозвался Жакоп. «Неужели калмаки ничего не стали бы предпринимать после нашего нападения на караван? Или вы думали, что они погладят нас по головке и скажут спасибо за это?» «Нет», — ответил Акбалта, — «но зачем проявлять такую жестокость из-за богатства? Я заранее предупреждал, что не надо трогать калмаков, не надо их злить», — огорченно покачал головой Жакоп. «Теперь приходится расхлебывать последствия нашего необдуманного шага». Акбалта и все остальные дети Орозду понуро опустили голову, не зная, что ответить на эти слова. «Братья мои», — сказал тогда Бай, — «что случилось, то случилось. Нет пользы от того, если начнем выяснять, кто прав, а кто нет, и обвинять друг друга. У нас сейчас цель совсем другая – остановить бесчинство калмаков. Если не сделать этого, через 2-3 месяца кыргызы исчезнут, как народ». «Верно», — согласился Жак. «Надо непременно остановить калмаков. Но как?» На мгновение в палатке воцарилась тишина. Бай с надеждой посмотрел на братьев, ожидая от них какого-либо разумного совета. Но, видя, что все молчат, он начал говорить сам. «Совершенно очевидно, что калмаки вознамерились уничтожить всех кыргызов», — сказал Бай. «Чтобы положить этому конец, я отправлюсь в Калоке». «Что?» — в ужасе воскликнул Акбалта. «Вы пойдете к Калоке?» «Да». «А Локи не то что не выслушает, а сразу прикажет вас распять. Неужели думаете, что он не знает того, что после смерти Орозду именно вы управляете кыргызами и организовали нападение на караван тоже вы?» Вопросительно посмотрел на Бая Акбалта. «По-моему, ему все это известно. Тогда почему вы хотите поехать к Калоке? От этого не будет никакой пользы. Ваша жертва будет напрасной. Вы не сможете ни остановить нападение калмаков, ни спасти кыргызов от истребления». «Хорошо, я не поеду. Что тогда делать?» Акбалта ненадолго задумался и ответил, заикаясь: «К Калоке поеду я». «Ты?» — с улыбкой спросил Бай. «Да, я. Если поедешь, рассчитываешь вернуться живым-здоровым. Китайцы наверняка знают от своих лазутчиков, что ты из предводителей кыргызов». «Наверное, знают. Раз ты все это понимаешь, какого хрена говоришь, что поедешь к калмакам?» «Да, поеду», — заупрямился Акбалта. «Правильно, я один из предводителей кыргызов. Однако, в отличие от вас, не самый главный. Поэтому лучше мне поехать к калмакам, а не вам. У меня больше шансов остаться невредимым от их рук». Бай с умилением посмотрел на него. «Благодарю тебя, брат, за такие решительные слова и твою непоколебимость», — ласково сказал он. «Пока есть такие джигиты, как ты, кыргызов никто и никогда не сможет победить». «Значит, к Калоке поеду я?» — обрадовался Акбалта. «Нет, поеду я». «Почему?» «Брат, во-первых, я старше вас всех. Мало ли, много ли, я прожил побольше вас. Как говорится, волю поел, попил. А вы еще молоды. У вас еще один лепесток из 10 не раскрылся. Во-вторых, окончательное решение о нападении с целью возврата казны принимал я. Поэтому главную ответственность за его трагические последствия должен нести тоже я. Поехать к Калоке – моя обязанность. Брат, начал свою речь Акбалта, однако Бай не дал ему договорить. «Все, хватит», — отрезал он, — «к Калоке поеду я. Это самое правильное, верное решение».
Кроме того, есть еще одна важная причина для такого шага. Какая причина? С огорчением спросила Балта. Не забывайте, главная цель поездки к Алуке не пасть от его руки, а спасти кыргызов. Если поедешь ты, Акбалта, из-за молодости горячей, ты можешь наговорить ему резких слов. Тогда Алуке рассвирепеет и прикажет убить тебя. Я же оплошь такой не допущу. Может быть, я смогу найти общий язык с этим ублюдком и спасти народ от гибели. Как ни просили, не умоляли братья, Бай не отказался от своих намерений. Нет, братья, твердо сказал он, пусть я погибну, однако я обязан отвести беду от народа, хоть ценой своей жизни, пока калмаки не истребили всех. Вот, уважаемые товарищи, наше время, отведенное для этой передачи, истекло. Я благодарю вас за внимание. До скорых встреч.